Привет, дорогие друзья! Э, Мы с вами в Стамбуле. Вокруг нас улица Багдад. Это такая роскошная улица в Стамбуле, в азиатской части города. Здесь очень много красивых ресторанов, кафе. Мы сейчас тут прекрасно жили, отобедали. И хотим для вас записать методиагностику, которую обещала для Стамбула. Вот. Мы с вами уже записывали, когда я летела из самолета из Лондона в Бодрум. Я записывала методиагностику про Лондон, и сейчас такую же диагностику мы с вами проведем по Стамбулу. Женя у меня сегодня мой интервьюер, она будет задавать мне вопросы, помогать мне будет. Вот. А мы сегодня с вами просмотрим Стамбул. В целом, кратко, то есть, что кому Стамбул подойдет для переезда в этом году именно из энергетической точки зрения, какие уроки будут проходить люди, что вообще происходит с людьми, которые переезжают в Лондон. Ну, Жень, поехали, будем смотреть. Поехали. Так, смотри, в первую очередь расскажи нам про энергетику города на данный момент. Хорошо. Так. Вы знаете, на данный момент идет энергетика города. Цвет, я всегда говорю цвет, вы знаете, да, зеленый цвет. Что это означает? То есть, несмотря на то, что сейчас были непростые времена в Турции, в принципе, в мире, а в Турции особенно, все об этом знают, но люди очень активны, энергетика города очень активна, и люди стремятся к тому, чтобы жить лучше, к тому, чтобы узнавать новые места, к тому, чтобы делать свою жизнь лучше. То есть, вы знаете, вот то, что мы с вами смотрели про Лондон, да, то есть многие люди, чем в отличие, самое главное, которое я вижу в первую очередь, что когда люди сталкивались, вот я смотрела в Лондоне общую массу среднюю, мы с вами смотрим средний вес людей, да, то есть не какой-то отдельный класс, а в целом, да, средняя, скажем так, среднюю температуру по больнице. Вот если в Лондоне, да, то люди, которые чувствовали тяжесть обстоятельств, их утягивало это в депрессию, то здесь я смотрю, подорожание, усложнение каких-то жизненных обстоятельств закаляет дух у турков, и они еще больше стараются работать, они еще больше стараются шевелиться, что-то делать. То есть они хоть и бурчат, вот, кстати, это особенность турцев, которую вы должны знать, да, что они будут бурчать, они могут там капризничать, они могут хныкать всем, как все плохо. Но в итоге это люди, которые будут кропотливо работать и изо дня в день пытаться сделать свою жизнь лучше. Поэтому вот это такой, знаете, зеленый цвет, это зеленый цвет не только в том смысле, что это как раз цвет такой идет новый. То есть эти трудности, да, они закаляют их, но дают им новую возможность роста. Вот. Что еще у нас по энергетике города на данный момент? Вязкость, наверное, вот смотрите, такая вязкость, такая в плане депрессивности и тяжести, энергетика города, наверное, вот если я, по-моему, говорила, в Лондоне это где-то 60-70% людей находится в таком состоянии, то давайте посмотрим, сколько людей в Турции, вот не в Турции, даже в Стамбуле находятся в таком тяжелом депрессивном состоянии. Вы не поверите, это где-то 5-10%. Вы можете себе представить, какая разница? То есть, какие бы обстоятельства ни были, но у людей в общем, да, в общем свете у людей такой позитивный, хороший настрой. Согласись, да? То есть это большая штука. И на самом деле, почему людям, которые приезжают в Стамбул, которые приезжают сюда путешествовать, почему они нравятся? Они это чувствуют просто в воздухе. Вот это вот легкий воздух оптимизма и счастья. И что бы ни происходило, люди стараются идти вперед. Вот. Что еще нам важно посмотреть по общему, да? То есть, наверное, давай еще посмотрим. Какие В целом, уроки? уроки, наверное, посмотрим. Я хочу общий еще, знаешь, такой стресс. Вот как, давай про людей посмотрим, да, как люди себя в целом чувствуют, не энергетика, а даже города. Вот, потому что я вижу, что у города идет расцвет, у самого города идет подъем. То есть город в активной фазе своего разрастания, развития и процветания. То есть упадка я не вижу вообще никакого. То есть, вот, как я сказала, 5-10% есть небольшие. Как у людей, так и у города. Дальше у нас... В целом, что еще на город идут, какие энергии? Есть небольшие нотки тревожности. Вот этого я не видела, кстати, когда я просматривала Лондон, но небольшие нотки тревожности есть, потому что, опять же, видимо, в связи с этими обстоятельствами и военные истории, и экономические, у людей присутствует тревожность. Это где-то около 30% населения испытывает достаточно высокий уровень тревожности за свое будущее, за будущее детей, в принципе, за страну. То есть это не депрессивное состояние. Если люди не в унынии, вы должны понимать, что люди, когда находятся в тревоге, они чаще всего предпринимают какие-то действия. То есть они даже из этой тревоги пытаются как-то что-то менять. Это важно. То есть они не кладут лапки не опускают, а стараются что-то менять. Вот. Давайте посмотрим еще очень важный момент, какие люди сейчас у нас, мы же смотрим вибрации, очень важно, да, кстати говоря. Давай посмотрим, да, вибрации.
какой процент людей с высокими вибрациями и с низкими вибрациями это сейчас в интересно, Стамбуле, да. да? Прям давай посмотрим так, как я в прошлый раз смотрела порно, прям кристаллически чистые люди, которые уже перешли в новое измерение, которые живут уже совершенно в новых энергиях. Люди, которые сейчас находятся уже в светлых энергиях, но пока еще в переходе. И люди, которые пока, ну, скажем так, деградация еще в старом, в 3D мире, скажем так, живут, да? Давайте посмотрим. Кристаллически чистых людей 5-10%. Ты можешь себе представить? Это очень много. Для Ничего такого себе. огромного города это очень... 5-10, почему говорю 5-10? Потому что город очень большой, понятное дело, все зависит от района. А вы должны понимать, что вот эту вот частоту вибраций, это означает, что люди уже избавились от тревоги, избавились от привычки страдать. Они всегда выбирают путь движения, путь роста, нежели в каких-то сложных ситуациях путь замирания, страха, страдания, деградации, пренебрегания семейными ценностями. Кстати говоря, семейные ценности очень важны, тоже играют тут роль, потому что люди настроены на семейные ценности, а в семейных ценностях в семье люди развивают свои самые лучшие качества, такие как сострадание, понимание, терпение и так далее. Вот все эти вещи поднимают людям вибрацию, мы должны об этом помнить. Вот, поэтому 5-10% это очень чистые люди, которые уже совершили переход. Я думаю, что надо еще учесть, что в последние годы, вы знаете, очень много людей из-за войны, в том числе, из Украины, из России, из многих других стран переехали в Стамбул. И вы знаете, что славяне, они в первую очередь совершают и совершили за последние годы переход к более высоким вибрациям. Поэтому я думаю, что переезд сюда славян, многих, да, дал тоже этому городу вот такое вот большое значение высокочастотных людей. Поэтому где-то 5-10% это прям очень чистые люди, которые уже перешли в новое измерение. Они живут в новой реальности, в энергии счастья, в энергии изобилия, да, и они уже живут не на проработку своих старых программ кармических, они уже живут на созидание, на развитие, на помощь другим и так далее. Вот. Где-то 30-40% людей живут в достаточно низких вибрациях. Они живут и в бедности, и у них есть привычка постоянно жаловаться и ничего не менять. То есть у них есть такое, вы знаете, привычка тянуть себя еще ниже и ниже и ниже. Вот. Ну, это все мы знаем эти энергии прошлого времени. Не будем даже сейчас углубляться. Я говорила немножко об этом в прошлом видео. Вот. Ну и вот оставшаяся часть, да, это тоже у нас где-то получается 30-40%. Это люди, которые сейчас находятся в этом переходе, у которых идет активная проработка, у которых идет активный процесс внутренней борьбы какой-то, да, на какие-то те или иные вопросы. Вот. В общем, люди, которые все-таки стремятся к свету, они на этом пути, и они, скорее всего, этот переход для себя завершат. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, такой вот срез у нас по городу. Ничего мы не забыли, да? Все Нет, сейчас рассказали. по-моему, да. Да? По-моему, да. Хорошо, Поэтому давай. в целом, мне кажется, очень я сама, я же знаешь, вы знаете, друзья, что я не готовлюсь, то есть это сейчас Жень подтвердит, это экспромт. Мы допивали кофе и решили, что пока я в Стамбуле, еще есть пару часов. Можно сказать, на коленке, на коленке. Да, это все это в онлайн, в режиме лайв. Да, да. Так, смотри, а теперь какие уроки несет Какие собой уроки? город для Да. тех людей, которые тут живут? Переезжай, давай Не, живут сначала. давай посмотрим, живут, да, да. которые сейчас живут, да, основные. Для меня. Для тебя в том числе, да, для всех людей, которые здесь живут. Почему-то первое, что приходит в голову, это жадность. Жадность в том смысле, что в Турции люди, хотя очень добродушные, всегда готовы отдать что-то, да, поделиться, но на самом деле очень многим людям нужно научиться вот это вот состояние отдать, делать это бескорыстно. То есть людям научиться отдавать что-то, не ожидая в ответ. Но вы знаете, что это в менталитете, наверное, поэтому первое это показали. И все равно есть в менталитете, когда они что-то дают, они что-то ждут взамен. Поэтому здесь никаких высоких вибраций речи быть не может. Да? То есть есть выгода, есть, это делается не от сердца, это делается по какому-то расчету, вольно или невольно, будем это понимать. Да? Поэтому в данном случае именно для турков очень важно именно научиться взаимодействовать с миром на очень чистых, тонких вибрациях. То есть делать это по чувству. Делать не из долга,
делают не из-за того, что надо, и не из-за того, что, как это кто-то сказал, родители, общество и так далее, а и действительно делать это от души. То есть это все должно идти с легкостью, потому что для турков очень часто они какие-то свои выборы, решения, я смотрю, вот, ну, это где-то, знаете, какой процент людей, мы же говорили, что у нас, ну, это общий срез, да, но для какого-то процента людей это прям очень активно, где-то процентов 60-70 людей прям активно больше всего прорабатывают сейчас эту тему, поэтому вот эта тема пришла. Вот, то есть, опять же, видите, это выходит из менталитета турков, и это для них является, поэтому они живут в этой стране, поэтому они родились в этой стране, в этой семье, для того, чтобы проработать именно эти уроки. Вот, поэтому потому что нам, например, славянам, согласитесь, это свойственно все равно от души делать мы не думаем. Ну, в среднем Да. люди не думают, да, что там это, как это вернется, какие-то плоды принесет. А здесь это есть, поэтому, наверное, показали, что это очень такой важный момент. Потому что когда люди начнут делать это легко, то точно так же от мира к ним будет приходить легко. Вы понимаете, это же взаимный процесс. Поэтому, когда у людей будет чистое сознание, чистое восприятие и уже привычка с легкостью что-то давать другим людям, взаимодействовать с ним именно по сердечной чакре, да, то есть даже по творческой энергии легко делиться, и тут же не ожидая, что ой, мне там что-то упадет, а мне от этого будет выгода, к ним также и из мира будет приходить все так же легко и свободно. Вот. Давайте еще быстренько пробежимся, у нас не так сегодня много времени. Вот, значит, вот этот вопрос на жадность, потому что жадность это не про материальное, в том числе это главное по энергетический, да, обмен. Вот. Второе, что еще несут какие? Давайте еще два, вот у нас будет 3 главных урока. Первое это там жадность, да, второе, что это идет у нас. Ну вот, кстати, вытекающее, то, что я рассказала из первого, это творческая энергия. То есть горловая чакра, я смотрю, она здесь у многих, ну, то есть она вообще не используется практически. То есть по этой чакре люди до нее даже не дошли, то есть они не проявляют себя творчески через жизнь. То есть они очень трудолюбивы, кропотливы, по манипуре у них классно идет все, но по вишутхе, по творческая энергия просто, ну, у очень многих людей заблокировано. То есть, опять же, выборы, выборы свои по жизни, в отношениях, в создании чего-то в этой жизни, проектов и так далее, и так далее. Очень много делается от ума. Не от чувств, не от творческой энергии, а от ума. Вот, поэтому очень важно сейчас очень многим туркам научиться именно творить свою жизнь. То есть жить в творчестве. А творчество это, собственно, то, что нам и дает 5-е измерение, 4-е, 5-е измерение, да, когда люди живут уже в постоянном творческом потоке. И они вот в этом потоке со Вселенной, с миром взаимодействуют. То есть, ну вот я приводила, да, сейчас мы даже с тобой обсуждали, да, про Google. Ты заходишь, что-то там вбиваешь, потом ищешь, сортируешь, ищешь, да. То есть это очень механически, да. А когда человек переходит, начинает очень творчески мыслить, взаимодействовать с миром, да, именно на интуитивном уровне, да, это как чат GPT, ты заходишь, ему даешь 3 слова в голосовом сообщении, и он тут же считывает, абсолютно зная уже тебя, все твои потребности, куда тебе сходить, где тебе позавтракать, яйцами Бенедикт, да, или куда сходить. То есть это на самом деле очень важно. Вот это творческая энергия. Вот. И давайте 3-й урок у нас какой идет, да, который сейчас людям в Стамбуле нужно прожить, которые люди сейчас проживают. А вот 3-й урок, вот он на изобилие, видите, все связано, все эти вещи связаны. А 3-й урок изобилия, то есть как раз вот этот кризис и заставляет людей относиться к своей жизни более изобильно. Первое, это ценить то, что у тебя есть, когда человек ценит и благодарен за то, что у него есть, в моменте, в секунде, просто Богу и всему вокруг, каждому дереву, каждому листику, каждой тучке благодарен за то, что он живет, за то, что он есть в этой жизни. Именно это состояние благодарности, внутреннего счастья, оно дает увеличение, масштабирование этого изобилия, понимаете? Поэтому вот я смотрю туркам, очень многим этого не хватает. Но это, видите, все связано, видите, 1-й пункт, 2-й, согласитесь, да, это все одно целое. Поэтому очень важно туркам научиться именно вот этого состояния изобилия. Вот, потому что привычка тяжело трудиться, она прекрасна, но она очень часто людей загоняет не дает людям освободиться и делать что-то для себя новое, прогрессировать. Согласна. Как Вот. будто в туннеле живешь. 100%, да. Вот. Погнали дальше. Так, давай, а теперь плюсы и минусы этого города для переезжающих. Ой, хороший. Давай. Что дает, да, вот как мы обычно задаем, что дает город Да. людям, которые сюда переезжают, что он даст, да? Что он Когда люди- даст? Да, что. Те, которые планируют, надо ехать, не надо, плюс-минус. Давай 24-25 год, да, вот как мы. Да, Да. ближайшее будущее. Так,
О, это очень интересно. У меня прям такое, у меня пошли по всему телу мурашки. Просто, я Класс. тебя клянусь. Класс. Просто мурашки. И мне прям, э, я сейчас это все расшифрую, сейчас я вам все расскажу. Это, знаешь, такое состояние прям chilled. Вот я по Лондону гуляла, это такое волнение, воодушевление, смешанное с чувством страха. То есть, если я говорила людям, которые переезжают в Лондон, это будет давать там 9 месяцев такой подъем, то здесь, когда вы будете переезжать в первые дни, это будет для вас вот такое кардинально, 90 градусов. Резкая перемена внутреннего состояния, возможностей каких-то. То есть люди будут в моменте, как только они приезжают, чувствовать, что им открылись много возможностей, они могут очень много сделать. В первые буквально дни, не месяц, дни, недели у людей будут состояния вот этого, вот не зря у меня мурашки, то есть у них будут прям мурашки по коже идти от состояния возбуждения, счастья и удовольствия, но в то же время какого-то даже такой тревожности от того, какое они будут испытывать это чувство. Вот. То есть это чувство радости, смешанное с таким вот волнением, но самое интересное, что это будет резкий. То есть это будет не по нарастающему, а это действительно очень резкое впечатление. И, соответственно, возможности будет давать в первый же, да, только приехал сразу новые возможности, только приехал сразу новые впечатления, новые связи. То есть очень-очень много будет давать людям переезд в самом начале. Вот. И самое главное, что этот переезд будет очень хорошо для тех, кто уже привык долгое время жить в таком потоке. Но для людей, которые сюда переезжают, это будет им давать новый такой вызов, возможность наконец-то в своей жизни делать вещи, которые они откладывали, в которых они вообще сомневались, способны они или нет. Вещи, когда, знаете, вот ты даже не думал, что тебе это будет интересно, или вещи, когда ты даже не задумывался, сможешь ли ты это сделать. То есть это будет вносить в жизнь людей что-то нереальное. И я именно говорю только про тех, которые переедут, да? Не может быть для кого это, а для тех людей, которые действительно сюда будут переезжать, они будут это ощущать. Вот я смотрю, 24-25 год. Но я смотрю, для многих людей они будут переезжать и будут искать в это волнение, оставаться, не оставаться, что делать, как тут обустраиваться. То есть вот это, видимо, поэтому мурашки такие пошли, смешанные чувства, потому что, с одной стороны, очень много энергии, радости, новых эмоций, и с другой стороны, ощущение, что дальше, а как быть, а где жить, а где оставаться, не оставаться, а где лучше, да? То есть вот такие, это чувство поиска для этих людей будет прекрасным таким личным развитием, личностным ростом, потому что будет позволять людям задавать себе вопросы, на которые они будут искать ответы. Нет ничего лучше для человека, нежели задать себе правильный вопрос в правильный момент, и тогда, задавая этот правильный вопрос, ты можешь получить правильный ответ. Класс. Поэтому вот что еще? Что-то еще мы для тех людей, которые будут сюда переезжать. Это в основном плюсы, мне кажется. А Плюсы. вот минусы, к чему надо быть готовым? Тревожность, вот то, что я в конце сказала, тревожность, то есть непредсказуемость, то есть ты не можешь понять, надо тебе оно, не надо. То есть обстоятельства города, ситуация, общая энергетика будет давать такой классный такую динамику, но и excitement такой, знаете, волнение, интерес, но будет давать ощущение легкой тревожности из-за того, что и волнение от того, что человек не будет знать, оставаться, не оставаться, подходит мне или нет, смогу ли я здесь закрепиться и найти себя или нет. То есть вот на долгосрок будут возникать такие вопросы. Это, мне кажется, минус, потому что это такое чувство волнения, да, вот, которое приходится жить постоянно. Давай еще посмотрим, да, плюсы и минусы, хотя бы еще парочку, да. Давайте еще плюсов хотя бы. Давайте 2 плюса, еще 2 минуса, да? 2 плюса еще, да? Которые будут возникать у людей от города, да, которые сюда переезжают. Социально люди будут очень много находить себе, видимо, если это русскоязычные, то люди будут находить себе очень много классного общения, потому что, заметь, ты согласишься со мной, мне кажется, 100%, что русскоговорящие, особенно в Стамбуле, которые сюда переезжают, это удивительный, можно найти себе удивительную компанию удивительных людей. Да. Людей очень духовных, Согласна. творческих, интересных, особенно вот девушки, ну, во-первых, это всегда красавицы, это всегда умницы, согласись, это, ну, Да, вот, да, это, да. это очень интересное общение. Поэтому понятно, что разные будут люди переезжать, но вот я в целом смотрю, что люди будут находить себе очень много интересных контактов, очень много общения, приятного, развивающего, какие-то бизнес-контакты, больше социальные, какие-то вот такое вот человеческие, скажем так.
Вот, это вот такой второй плюс. Ну и давайте третий плюс, да, который будет давать город. Ну, вот такое вот культурное обогащение, то есть люди смогут взять от турков, научиться у них то, чего им не хватает, однозначно, потому что, ну, как ты знаешь, научиться здесь много чего очень Это можно. да. Оптимизму, терпению, позитиву и такому вот, знаешь, этому доброму отношению к жизни, Здоровому аристократичности, здоровому пофигизму. здоровому пехинизму, да, вот, такой особенному вот такому османскому, да, оттоман такому аристократическому, да, вот этому вот, с тех еще, Да, да. с папой Ататюрка, да, вот, времен. Ну вот, наверное, да, самые такие главные плюсы. И минусы у нас еще какие, давай посмотрим. Два, да, мы еще хотели сказать, два минуса, которые будут людям, да. Ну, будет тяжело с работой, то есть надо будет готовиться, немножечко чем-то жертвовать, искать какие-то новые для себя непривычные пути. Для кого-то это может показаться минусом, но на самом деле это всегда, любой минус можно преобразовать в плюс. Вот, но вы должны быть к этому готовы, что вам придется быть очень гибким, меняться, подстраиваться, может быть, менять работу, может быть, что-то делать онлайн, но или как-то, в общем-то, здесь приспосабливаться. То есть в плане работы будут какие-то вопросы. Я смотрю, у очень многих людей 90% будет этим вопросом озадачены. Вот, а деньги, работа, это связано, да, поэтому это очень важно. Вот. И третий, наверное, такой сложный момент и минус, который будет людям. Ну, где-то половине, 50% людей, которые переедут, ты не поверишь, но они будут в плане религиозного, в плане вот это скучать по родине, знаешь, как вот это вот. Где-то половина из этих людей будут испытывать это. И, в принципе, ты знаешь, я даже это просматриваю через канал, и вот так от себя я могу сказать, да, не знаю, согласишься ты или нет, но это так и есть. Большая часть людей, которые сюда, ну, там, пополам, то есть есть люди, которые переезжают, они находят здесь себя, вот как мы с тобой, например. У нас нет там скучания, ностальгии, нам уже там 3 года войны мы не ездим на Украину, да, и мы дышим, живем, да. Но есть люди, которые не дышат, не живут, и сидят и ждут, и не могут своей жизни представить. И им кажется, что вот сейчас еще чуть-чуть, и я туда поеду, там-то я подышу кислородом, вернусь потом сюда. То есть людей, которые сюда будут переезжать, я смотрю, вот в данный момент, вот 24-25 год, их многих будет беспокоить эта проблема. Почему? Ну, потому что я смотрю, что люди будут еще, знаете, скажем так, будут переезжать очень много людей, может быть, это еще такое помоложе поколение, таких еще морально немножко незрелых, духовно незрелых. То есть люди, которые еще не нашли внутреннюю опору, не нашли свои интересы, то есть они не нашли свой мир внутри себя. То есть миграция — это всегда в первую очередь хороший духовный рост, супер рост личности для того, чтобы найти опору внутри себя. Где бы ты ни жил, ты становишься все человеком мира. Поэтому это будет сложно людям, но они будут от этого, знаете, испытывать только положительные, скажем так, в большой перспективе, да, они будут испытывать это, плюс это можно обратить. Вот. Я, на самом деле, не знаю, я, наверное, говорю очень громко, потому что я слышу там машины, себя не слышу. Ну, в общем, посмотрим. Надеюсь, друзья, вы нас простите, мы это чуть-чуть подмерзаем, ветерок. Да, давай у тогда нас последний мало вопрос, времени, да. который Давай, исходит последний. из вот этого предпоследнего. Кому все-таки стоит переезжать в ближайшие 2 года? Кому-то прям это Сюда. будет, да, кому-то Да, это подойдет, в да? Стамбул. Кому это подойдет? Давай смотреть. Значит, мне почему-то идет возраст 25-35 лет. Идеально. Людям, которые вот в таком возрасте, они будут переезжать, вот как раз вот это вот 90 градусов в их жизни, такой резкий взлет будет, они будут испытывать это просто, знаете, в моменте, я смотрю, из самолета выходят, у них будет происходить это состояние. Кстати, у нас, мне кажется, я не знаю, как у тебя, у меня было это. Да. Это и тогда было. И, видимо, это до сих пор еще вот эта энергетика города, она дает вот это состояние. Вот. И где-то 25-35 лет будет переезжать больше женщин, чем мужчин. Где-то процентов 70 женщин, 30 мужчин. По замужеству будет много женщин, но будет очень много людей, которые просто переезжают, чтобы найти себя и новое место для жизни. Я смотрю. И
Многие из этих людей, знаете, как будто бы они хотят оставить свою жизнь позади. То есть для них это будет переезд в Стамбул, как поставить какую-то черту, вообще забыть все, что происходило до этого, и начать как будто бы новую страницу жизни. Наверное, поэтому мне показывают, что 90 градусов. Очень многие люди как будто бы будут бежать от чего-то, уходить от чего-то прошлого в надежде на что-то светлое будущее. Очень большой процент людей. Вот. И я смотрю, что вот многие из людей, которые будут сюда переезжать, очень быстро будут находить себе каких-то половинок или партнеров, отношения. Очень быстро будут возникать отношения какие-то. И многие люди прям будут встречать именно своих половинок. То есть это не будут просто какие-то встречи, романчики какие-то там, да, вот эти one night stay, как говорится, да, а люди будут, как будто бы это судьбой предназначено, то есть будут прям встречаться половинки. И буквально это быстро очень будет очень много свадеб. То есть какой-то такой новый, я как будто бы вижу новый скачок вот этих вот браков таких, вот, мне кажется, будет на национале. В принципе, в Турции это всегда есть, но я смотрю, будет какая-то еще волна. 24-25 год. Что у нас там мы с тобой смотрели еще? Что мы сейчас, какой вопрос, напомним мне еще, как мы формулировали? Да, вроде все, мне кажется, но можно еще рассказать полностью вот энергетика, как будет влиять в ближайшие 2 года. Сам город вообще на все население, да, вот это? Да. Ну, хочется сказать, что всегда сложно говорить какие-то такие волнующие вещи, да, потому что, мне кажется, очень многих людей будет немножко вот эта тревожность, про которую я сказала, у людей будет расти эта тревожность, страхи будут у людей возникать больше за будущее, за то, как будет все как бы экономическая ситуация, вообще за свою жизнь. Вот, я бы так сказала, у людей будут страхи за свою жизнь, за близких, это будет. Оно есть и сейчас, в той или иной степени, но это будет. Но, опять же, я говорю, что для людей, которые живут в Турции, в Стамбуле, это будет давать возможность выше, поднимать свои вибрации. То есть у нас же есть у нас есть энергия любви и энергия страха. Это 2 противоположные вещи. Вот, поэтому перерабатывая эту энергию в страха, люди смогут, прорабатывая ее, проживая ее, они смогут приходить к любви, искать опоры, искать взаимодействие с людьми и так далее, да, то есть поэтому вот этот вот отвлекаюсь на девушка. Так, сбилась, Жень, давай настрой меня, что вы там говорили, последний вопрос и побежали. Последнее, ну вот, Свет, ты сказала, каким вообще общим словом, состоянием, я не знаю, волной какой-то можно назвать Стамбул? Так. На данный момент, да? На данный момент. Ну вот, на данный момент, либо в ближайший год. Резвый. Слово резвый. Будет резвое, знаете, такое состояние у людей, жажды каких-то действий. Резвое состояние, что-то менять, что-то развивать. То есть энергия будет бурлить. Вот это поэтому бурление, знаете, такое резкое бурление. Я не могу сказать, что это расцвет, потому что расцвет — это уже когда процесс бурления прошел, да, и все уже стабилизировалось, расцвело. Нет, это как раз вот этот процесс. И, наверное, поэтому я смотрю, что вот переезды будут в эти моменты очень интересны для людей, которые сюда приезжают, потому что попасть в этот период бурления, да, когда вот много в городе меняется, перестраивается, когда в городе все, знаете, так это проснулся сегодня, через месяц уже что-то все по-другому, да, люди ведут себя по-другому. Это будет очень интересно быть частью этого процесса. Вот, поэтому, ну, в целом город, вы знаете, Стамбул очень динамичный, меняющийся, интересный, многонациональный, где очень много людей, культур, энергетик, то есть, ну, в целом, вот я же, вы знаете, долгое время уже не живу в Стамбуле. Всегда, а сейчас вот особенно, кстати говоря, если сравнить энергию Стамбула 5 лет назад и энергию Стамбула сейчас, небо и земля. Небо и земля. То есть сейчас все гораздо светлее, все гораздо прогрессивнее, гораздо больше пробудившихся людей, и вибрации города гораздо выше. Вот. Поэтому, как бы это ни казалось, знаете, всегда за внешней картинкой никогда нельзя судить, потому что то, что происходит у людей внутри, мы никогда с вами не увидим по обложке. Это все всегда считывается на очень тонких нюансах, по глазам людей, потому как люди себя ведут, поступают, как это вот вообще, как судьба складывается. Поэтому Стамбул прекрасный город. Для тех, кто будет переезжать, ребят, желаю удачи, у вас будет очень интересный. И вот этот резкий подъем, вы знаете, у вас будет длиться от нескольких недель. Не недель, это не как Лондон, 9 месяцев. Не недель.
Вот, до где-то такой самый пик до 3 месяцев, а вот потом, когда вы доживете эти 3 месяца, у вас будет, знаете, такой трумор, как у меня пробежали, тремор, как у меня пробежали эти мурашки, потому что вам придется делать для себя очень важные решения. Вам или придется меняться, делать какие-то, знаете, очень большие изменения внутри себя, решаться на какие-то вещи, которые вы никогда не решались, и, возможно, оставаться здесь, а может быть, решаться на что-то и ехать куда-то дальше. То есть у вас будет, знаете, вот такой критический момент. Однозначно, я вижу, ну, где-то 80% людей, представляешь, будут вот в таком вот этом, в таком треморе, немножко волнительном, что же делать дальше. Поэтому, друзья, прекрасный город. Удивительно, вот после контраста энергетики Лондона и здесь. Поэтому, если вы выбираете переехать в Стамбул или в Лондон, однозначно Стамбул. переезжайте в Стамбул. Да. Вот. Ну, а в следующих выпусках мы поговорим, сделаем такую методиагностику Бодрума, да. Что-то еще предлагала Женя? Анталия, Анталия. Измир еще, может быть, я, кстати, съезжу. Измир, там сделаю. может какой-то восток Турции, возможен ли? Ну, надо подумать, какой город. Я там была много где, но надо именно вот где, куда люди обычно переезжают, надо загуглить. Попроси ChatGPT, пообщаемся. подписчиков, Подписчики. Подписчики, подписывайтесь на канал, давай, Женя, Да, скажи. им Колокольчик, всё. колокольчик, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайк, комментарий. Все как положено. И еще напишите в комментарии, какой город Турции еще было бы вам интересно посмотреть. А может быть, не Турции, какой-то... А возможно, что- какой-то другой. Может быть, я даже благодаря вашим, если будет много каких-то пожеланий, может быть, я туда даже слетаю и именно прямо оттуда что-нибудь запишу. Класс. Классная идея. Дай Класс. 5. Спасибо нашему интервьюеру Евгению сегодня Ага. за прекрасную компанию. И, кстати, когда ты мне задаешь вопросы, мне даже больше нравится, чем я когда сама. Вот. По-своему, Бери меня, так, люди, в Париж. И меня тоже брать. Лети в Париж. Замерзла. Все. Всем пока. На связи. Подписывайтесь, правда, на канал. Спасибо. Я с вами. И я думаю, что будет очень много интересного, полезного. И не забывайте, что переезд в какую-либо страну, это, знаете, это всегда такое, знаете, в копилочку в вашу жизнь. Это, знаете, как вот у вас есть возможность прожить несколько жизней. Поэтому, если у вас есть хотя бы малейшее такое желание, потребность пожить где-то за границей, решайтесь, делайте какие-то шаги, потому что как переезд и иммиграция и какие-то вот возможности пожить в других странах обогащают личность духовно, дают огромный опыт в общении, опыт познания. И вообще, знаете, вот даже я читаю проблемы YouTube, очень многие блогеры там что-то пишут, люди обсуждают, да, там на национальной теме, на еще каких-то религиозных темах. Это всегда пишут люди, которые не ездили по миру, которые не жили в других странах долго. Когда человек начинает жить в другой стране долго, когда он живет в разных городах мира, он становится человеком мира. Жень. Для него все Однозначно. люди одно целое. Да. Понимаете? Вот это есть Да. 5-е измерение, куда мы все с вами стремимся, где люди живут в постоянном потоке. И мы все одно. Мы постоянно это ощущаем, и мы не делим друг друга ни на страны, ни на языки, ни на религии. Мы все есть одно. Поэтому желаю вам счастья, и пусть ваши переезды, иммиграция, будь то в Стамбул или другой город, принесут вам эти самые плоды и сделают вас счастливыми. Ну все, я прощаюсь, мы замерзли, мы побежали.